В России началась избирательная кампания к сентябрьским выборам в Государственную Думу. Вне всяких сомнений, это самое важное политическое событие за все последние 5 лет, 4,5 из которых заняла война. Кампания началась бодро. Для многих стала неожиданностью регистрация партии «Яблоко», единственной политической силой, которая выступает с явно антивоенных позиций. Однако имеет 3 фракции в парламентах, регионах России, и поэтому имеет право выдвигать список в Государственную Думу. Партию зарегистрировали, номер в бюллетене ей разыграли, второй получился. Но дальше ситуация развивается даже по нашим меркам диковато. Сначала прочие партии системной оппозиции, парламентские, «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ, дружно накинулись на «Яблоко» с обвинениями в измене Родине и требованиями снять партию с выборов. «Яблоко» партия – это партия предателей. И не место им не только в Государственной Думе, они не пройдут, я не сомневаюсь. Но зачем же мы даем возможность им излагать свои вражеские, предательские мысли? Этого быть не должно. Я не знаю ни одного случая, чтобы они хоть чем-то помогли тем, кто там страдает, кто сражался на фронте. Война-то объявлена русскому миру на полное уничтожение. Жириновский еще в 21 году говорил о том, что «Яблоко» за их идеи признают рано или поздно нежелательной организацией. Время пришло. Да, у нас обычно на канале ИИ не используется, но тут мы не удержались и сгенерировали Зюганова, чтобы он свою же цитату прочитал. 2 других настоящие гаврики, сами себя сняли. Ну вот, а на следующий день партия «Родина», известная нашему зрителю только по депутату Госдумы и специалисту по противоестественным связям с черепахами Алексею Журавлеву, ринулась в Верховный суд с иском о снятии «Яблока» за нарушение правил финансирования и еще бог знает за что. Это национальные предатели, которых надо просто знать поганой метлой не только с выбранной кампании, но вообще из России. Это люди, которые сегодня на деньги, которые делает Запад, поставляя кончей, они уже ведут кампанию. Вы посмотрите, что они делают в соцсетях. Свой иск Журавлев сопроводил все теми же обвинениями «Яблоко» в работе на врага. Иск был подан сегодня утром, но уже к обеду стало ясно, что перспектив у него нет. Нельзя так просто по закону снять с выборов за нарушение порядка финансирования. Там надо сложно доказывать, что минимум 34 миллиона лишних было потрачено. Поэтому иск теперь был изменен. И сейчас Родина во главе с Журавлевым вменяет «Яблоку» нарушение авторских прав. Звучит как полное безумие, но в российской практике это довольно стандартное основание для снятия с выборов, когда собираются снять по беспределу. Когда реальных оснований нет вовсе. Находят какую-нибудь фотографию в агитации или в соцсетях, или картинку, или вообще логотип Фейсбука и используют как формальное основание для снятия. Перед нами какая-то совершенно изумительная чехарда. Вместо того, чтобы, например, тихо не допустить «Яблоко» до регистрации, или, раз уж зарегистрировали, пережить их наличие в бюллетене, система умудрилась запутаться в собственных ногах, потеряться между небом и землей и жутко оскандалиться прямо на самом старте кампании. Давайте сегодня поговорим о том, что же всех этих системных деятелей так напугало. Бесконечно интересно наблюдать, до какой степени система в себя не верит. В какой степени она отдает себе отчет, что любой кандидат на любых выборах, который внятно займет антивоенную позицию, моментально станет точкой притяжения симпатии избирателей. «Яблоко» же тут находится в состоянии эталонного любого кандидата. Эта партия и в лучшие-то годы, мягко говоря, не была чемпионом в деле вдохновения избирателя. Традиционно ее результаты на федеральных выборах близки к погрешности, и обязаны они не только прямым фальсификациям этим и административному давлению. В значительной степени они обязаны тому, что «Яблоко» своими же руками всеми силами старалось избирателя от себя отвадить. Всякие внутренние войны, она пребывала в перманентном конфликте со всеми прочими оппозиционными силами. «Яблоко» всегда умело занимать настолько сложно сочиненные и настолько странные позиции, что агитировать за них и поддерживать их всегда было отдельной работой, заведомо обреченной на неуспех, вне зависимости от приложенных усилий. И в принципе ничего не предвещало изменений. Руководство «Яблоко» тоже всю дорогу как-то устраивало сидеть в этом крошечном электоральном загончике вокруг пары процентов. Любая активность ими всегда воспринималась как опасность, а единственная цель всегда заключалась в том, чтобы сохранить партию, что следовало воспринимать как неспособность к внятному действию. Короче говоря, все, что от «Яблока» требовалось сделать, чтобы ими невозможно было никого напугать, «Яблоко» делало.
Сложно нарочно придумать такую строчку в бюллетене, которая настолько точно иллюстрировала бы идею никчемной либеральной оппозиции. Очень сложно было бы представить в нашей системе массированную кампанию по недопуску Яблока в бюллетень. По очень простой причине. Разгромное поражение легальных либералов – это, с точки зрения организаторов выборов, разгромное поражение либеральной и несистемной оппозиции в целом. Вот чего стоите вы? Вот это ваша электоральная база вся, около 1,5%. Ничего не предвещало никаких изменений. Но теперь мы своими глазами наблюдаем нечто совершенно необычное. Система контроля над электоральной процедурой явно испугалась собственной смелости, и едва зарегистрировав Яблоко и даже выдав им место в бюллетене, тут же спустил на них всех собак. Тут тебе и председатель «Справедливой России» Миронов, который обратился в Генпрокуратуру с требованием, разобраться, почему же Яблоко выступает против СВО и обещает заключить позорный для страны мир, и поддерживает иноагентов. Следом пришли почти все, кто с Яблоком в бюллетене соседствует, и страшно начали возмущаться. По словам лидера ЛДПР Слуцкого, предложение партии Яблоко заключить мир с Украиной, мол, является предательством России и попыткой повторить Брестский договор. Миронов и Зюганов тоже не отстали, но это вы видели уже в начале. Никто не остался в стороне, короче говоря. Было ли это централизованной методичкой, или они сами решили, что система явно ошиблась, и теперь нужно первыми выскочить и рассказать, насколько сильно ошиблась, это бог весть. Факт в том, что даже если это личная инициатива, то общее настроение участников системы она выдает. Сам факт допуска до бюллетеней партии, которая внятно декларирует антивоенную позицию, это катастрофа. Просто строка в бюллетене «Я против продолжения этого всего еще на 5 лет», неважно под какой вывеской, может перевернуть всю игру. И каждый этого отчетливо вдруг понял. Что бы там кто ни говорил, но сама система и все ее участники осознают цену поддержки войны. Что только дай гражданину легальную возможность выступить против, он ею немедленно воспользуется. Это изумительное, конечно, осознание. Когда люди выстраиваются в очередь, чтобы вновь расписаться в своем лоялизме, чтобы выступить за бесконечное продолжение смертоубийств, прекрасно осознавая, что это никому не нужно. Что яблоко не имеет значения. Любой, кто будет иметь смелость в любой форме выступить за немедленный переход к переговорам, сразу же привлечет всю возможную любовь и поддержку избирателя. У Яблока пересажали всех хоть сколько-то ярких политиков или запретили им баллотироваться. Яблоко находится под постоянным прессингом силовиков. И это все еще та партия, которая даже в сильно лучшем состоянии очень плохо умела вдохновлять избирателя. Но все интуитивно чуют, сейчас вдохновит даже она. Только потому, что не обмазалась войной. Не выливает на себя публично ведра кровища. С перепугу сейчас снимать Яблоко – это прям признаться в том, что вся эта кампания, которая ведется под буквой Z, где всех участников заставляют маршировать строем в армейских сапогах, вся эта кампания полностью провалилась. Зачем нужны соцопросы, если каждый участник системы может провести соцопрос в рамках одной своей головы? Чтобы перепугаться участия Яблока, нужно не просто догадываться, нужно точно знать, безо всяких сомнений, что вы бессмысленные уроды, которые 4,5 года послушно давили кнопки, обеспечивая продолжение войны и нахрен никому не нужны. Что война, в которой страна потеряла под 500 000 человек и как минимум $1 триллион, нахрен никому не нужна. Что люди в ужасе от перспективы ее продолжения. Устали жить между прилетами и взрывами с одной стороны и перманентным страхом мобилизации чекистов с другой. Снять Яблоко – это сказать предельно ясно. Партия, которая уже четверть века выступает исключительно грушей для битья, сейчас в состоянии преуспеть. Яблоко, у которой всегда 1%, у которой сейчас в соцопросах 1%. А система в том состоянии, когда даже конкуренцию с карикатурными либералами позволить себе не может. Как дальше-то с таким внезапным осознанием им жить? Вести войну, которая всех раздражает? Убеждать кого-то в реальности результатов голосования? Как это делать? Как функционировать в системе управления в стране, где на выборах задается один-единственный вопрос: нравится ли вам война? При этом все знают, что самый популярный ответ на этот вопрос – нет. И ответ этот надо любой ценой с выборов снять. Да, система давно уже не может себе позволить яркую и агрессивную оппозицию. Навального, например, она не то что на выборах, она даже просто в живых вытерпеть не в состоянии оказалась. Но это же Яблоко! Это же Григорий Явлинский, один взгляд на которого навевают тоску по ушедшей юности.
А кроме него там узнаваемых лиц на свободе и с правом баллотироваться не осталось. Да и он сам даже в список не пошел. Система всю жизнь легко и без проблем переживала участие Яблока. 4,5 года назад Яблоко спокойно себе провело кампанию в своем излюбленном стиле, распугивая избирателей на дальних подступах, и получило свои привычные разгромные 1,3%, и никто больше о них не вспоминал. Весь ужас, который творится эти 4,5 года, все смерти и разрушения были затеяны только для того, чтобы укрепить систему, укрепить путинскую вертикаль власти. И система окрепла до такой степени, что даже сама понимает, провести выборы с той партией, которая на прошлых довоенных никому хлопот не доставила, и сейчас рейтинги имеет 1-2%, теперь будет непросто. Провести выборы относительно без проблем можно только в том случае, если все строчки в бюллетене будут одинаково омерзительны. Если все будут на перегонки зиговать с двух рук, ничем друг от друга не отличаясь. В этом случае непонятно, в чем внутреннее содержание этой процедуры. Выборы в автократиях – это специальный ритуал лоялизма. Система должна отработать на всех уровнях. Правильные люди должны прийти на участки и сказать, мол, их вполне устраивает, чтобы начальство оставалось начальством. Все, кому не положено быть избранными, должны получить разгромный и унизительный результат. Чем более он разгромный и унизительный, тем больше это деморализует всех, кому начальство не нравится. Так им показывают. Вы маргинальное меньшинство. Вас 1,5%. Но чтобы функция эта у выборов осталась, на них должен быть хоть какой-то, хоть номинальный выбор. Нельзя триумфально разгромить проклятущих антивоенных либералов, если либералов этих вообще ни в каком виде не пустили в бюллетень. Даже в виде Яблока, которое было во всех бюллетенях все время существования Новой России. В военное же время задача эта становится крайне важной. Чем больше людей задумывается о том, что все идет в неверную сторону и что с войной пора завязывать, тем более явно надо дать им понять: ты, мол, отщепенец и предатель Родины, вместе с 1,5% таких же отщепенцев и предателей Родины. Вон, смотри результат, как обычно. Гражданам дали выбор, допустили партию отщепенцев и предателей Родины. А граждане выбор сделали, проголосовали за Путина, с этой буквой «З», за взятие малой токмачки, за мобилизацию. Граждане выдали власти широчайший мандат на войну до победного. Но беда, видимо, в том, что сама система в такой результат не верит. Видимо, не только граждане с некоторым ужасом ждут выборов и поствыборного периода, но и система понимает, что ресурсы истрачены, что никакого широкого мандата нет не только на войну, но и на правление в принципе, что власть теперь не может пережить даже альтернативу в виде Яблока. И ведь власти этой нужно будет много чего сделать после выборов. Такое признание в собственной слабости – Яблоко снять! Это очень хреновое подспорье, когда вы хотите провести мобилизацию или там ограничить людей в снятии вкладов. Для любой гадости из тех, к которым явно готовятся, нужны такие силы, такая степень контроля над обществом, при которых Яблоко в бюллетене никогда бы не стало проблемой. Если же система во время войны признает, что власти у нее недостаточно даже для победы над Яблоком, то на войну власти точно не хватит. До завтра.